15 советов миллиардера тем, кто хочет добиться успеха и прожить счастливую жизнь. Признайтесь честно, вам хватает денег, а хотите достичь финансового благополучия. А ведь для этого нужно всего лишь послушать и услышать полезные советы. Представляем вам мудрое напутствие Чарльза Мангера выпускникам Университета Южной Калифорнии. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Чарльз Мангер. Американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор. Деловой партнер Уоррена Баффета. Итак, первое. Помните, доверие, успех и славу нужно заработать. Вы получите от мира все, что хотите, если представите себя на его месте. По большому счету люди, которые живут согласно этому принципу, получают не только деньги и славу. Зарабатывая доверие, они зарабатывают уважение. Получать признание, оправдывая доверие других людей, очень приятно. Осознайте себя, просто поставьте себя на иную позицию и посмотрите на ситуацию новым взглядом. Это и забавно, и интересно, и самое главное, очень полезно для вашего кошелька. Второе. Учитесь восхищаться правильными людьми. Вторая идея, до которой я дошел очень рано. Нет любви, кроме той, что основана на восхищении другим человеком. При этом он не обязательно должен быть жив. Главное это то, на что он вас вдохновляет. Я помнил об этой идее всю жизнь, и она оказалась очень-очень полезной для меня. И действительно, есть огромное количество людей, которые добились величайших результатов в своей области. И тут даже не важно, что это за область. Наука, финансы, медицина, космос. Да какая разница? Дело тут просто в том, что человек, который добился в чем-то успеха, уже этот путь прошел. Так что же может быть проще, чем взять и скопировать? Понятное дело, что полностью скопировать не получится, да это и не нужно. Просто возьмите пример. Вот и все. Третье. Узнавайте новое. Это моральный долг, как и применение знаний на практике. Нужно превратить свою жизнь в постоянный поиск новых знаний. Без этого вы не сможете стать человеком, который хорошо справляется со своими обязанностями. Новые знания питают не только ваш мозг, но и вашу душу. При поступлении чего-то нового становится интереснее жить. Загораются глаза и появляется здоровый азарт, который становится впоследствии самой мощной движущей силой. Если вы собираетесь двигаться дальше, значит вы должны продолжать учиться даже после того, как покинете университет. На базе ваших знаний можно много чего сотворить прекрасного и великолепного, а с прибавлением к старому новых знаний ваш путь будет легче и интереснее. Если цивилизация может развиваться только создавая новые изобретения, то вы можете развиваться только получая новые знания. А развитие – это и есть жизнь. На четвертом месте следующий постулат. Научитесь разбираться во всем понемногу. Я заметил, что базовые идеи – это 95% важной информации в любой сфере. Мне было несложно почерпнуть эти идеи из всех основных дисциплин и сделать их частью своего процесса мышления. Конечно, недостаточно знать что-то. Нужно использовать это. От теории без практики мало толка, и именно поэтому необходимо воплощать в жизнь все свои теоретические знания. Всю свою жизнь я применял на практике этот подход. Я не могу рассказать обо всем, что он дал мне, но он сделал мою жизнь веселее, а меня эффективнее и полезнее другим людям. Он помог мне разбогатеть. Но в этом подходе есть свои опасности. Эксперты в разных областях и, возможно, ваш начальник перестанут быть авторитетами. Вы будете знать намного больше и находить правильное решение быстрее, чем они. Этого не нужно бояться. Это рост, и со временем даже растениям в горшке становится мало места. Перемен бояться не нужно. Это и есть жизнь. Жизнь – это процесс. Но все это не будет работать, если вы просто вызубрите информацию, чтобы получить отлично на экзамене. Вы должны усвоить эти идеи настолько хорошо, чтобы оперировать ими в процессе мышления. Только так вы сможете использовать их в других областях своей жизни. На пятом месте следующий совет. Думайте о причинах проблем, а не только об их последствиях. Проблемы легче решить, если посмотреть на них с другой стороны. И это истинная правда, поскольку когда человек сталкивается с проблемой, неважно большой или маленькой, от переполняющих эмоций и глаз замыливается, происходит момент растерянности, а в таком положении человек просто не видит выходов. А их, я напомню, всегда несколько. Для примера, если вы хотите помочь Индии, нужно спрашивать себя не о том, как вы можете помочь стране, а о том, что наносит ей самый большой вред, и как его нейтрализовать. Может показаться, что с точки зрения логики это одно и то же, но это не так. Те из вас, кто занимался алгеброй, знают, что иногда перенос члена уравнения из одной части в другую помогает решить задачу. Так же и здесь. Думая о последствиях, мы все больше зарываемся в саму проблему, не оставляя себе шанса.
Поэтому сначала нужно успокоиться, все взвесить и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Понять, почему эта проблема случилась. 6 место занимает надежность. Будьте надежными. Ненадежность может свести на нет ваше достоинство. И с этим невозможно спорить. Человек может быть фантастически эрудированным, гением, но все это рушится как карточный домик, если на него нельзя положиться. Каким бы успешным ни был проект, но если этим занимается ненадежный человек, то ничего толкового из этого не выйдет. В итоге все рухнет. Если на вас нельзя положиться, то все ваши хорошие качества можно незамедлительно отправлять на помойку. Делайте все добросовестно, не ленитесь. И это относится не только к деловым отношениям. К личным отношениям, таким как семья и дружба, это относится также. Вы должны стать надежным человеком, и тогда к вам просто потянутся другие. Надежность – это очень конкурентное преимущество, и, к слову сказать, конкуренция здесь низкая. 7. Избегайте крайностей, не становитесь фанатиком. Еще одна вещь, от которой следует отказаться, это безрассудная приверженность какой-либо идеологии. Вы наверняка видели людей с ограниченными взглядами. Это как шоры у лошади, которая участвует в забеге. Ей нельзя смотреть по сторонам, только вперед. Другой функции у нее нет. Или, например, религиозных деятелей, которые придерживаются противоположных точек зрения на богословие. Их объединяет одно. Они не могут выходить за рамки и мыслить свободно. Это касается и политических убеждений. Когда вы молоды, легко загореться какими-то идеями, поверить в них, объявить себя сторонником чего-то. Вы можете все дальше и дальше загонять себя в рамки идеологии. Так постепенно вы разучитесь думать самостоятельно. Каждый раз, когда я размышляю об этом, я вспоминаю байдарочников из Скандинавии. Они успешно сплавились по всем порогам в своих странах и решили, что такого же успеха достигнут в США, в Гранд-Рапидс. Все они умерли. Большой водоворот – это не то место, куда вам хотелось бы попасть. И я думаю, то же самое можно сказать и о действительно глубокой идеологии. Поэтому трезво и без фанатизма оценивайте не только свои силы, но и ситуацию целиком. Смотрите по сторонам и не цепляйтесь за что-либо мертвой бестолковой хваткой. Будьте гибкими. Пункт 8 относит нас к Библии. И это очень важно. Избавьтесь от зависти, обид и жалости к себе. Зачем вам завидовать, обижаться, мстить, жалеть себя? Это катастрофичные модели поведения и мышления. Самое ужасное здесь то, что они довольно быстро становятся привычными. У меня есть друг, который носит с собой стопку карточек. Когда кто-то рассказывает ему историю, исполненную жалости к себе, он достает одну из них и отдает этому человеку. На карточке написано: «Ваша история тронула меня. Я никогда не встречал человека, с которым случилось так много несчастий, как с вами. Можете считать это шалостью. Но я думаю, когда начинаешь чувствовать жалость к себе, причина совершенно не важна. Может, ваш ребенок умирает от рака, но жалость к себе не поможет вам исправить ситуацию. Просто дайте себе одну из таких карточек. Когда вы научитесь избегать жалости к себе, вы получите огромное преимущество перед остальными. Не перекладывайте вину на обстоятельства или других людей. Учитесь нести ответственность за свои поступки. Обиды также не принесут в вашу жизнь ничего хорошего, это просто глупые чувства. Про зависть же говорить можно много и долго. Чувство это постыдное и тоже очень глупое. Прежде чем кому-либо завидовать, нужно увидеть жизни этого человека. В ней может быть столько всего, что вам в момент расхочется. Поэтому, как уже было сказано выше, чувства эти бессмысленны и глупы. Про них в Библии написано, а это все-таки священное писание. 9 совет. Работайте с людьми, которыми вы восхищаетесь. Мы уже говорили о том, что лучше всего для развития, благополучия и карьеры брать пример с успешных людей. Но можно не только брать с них пример, но еще и работать с ними. Вот уж чудо чудное и удача. Ваша жизнь принесет вам больше радости, если вас вдохновляют люди, с которыми приходится работать. Для этого потребуется талант. Я решил для себя, какие люди на работе вызывают у меня восхищение, и ловко маневрировал между ними. И никогда не отзывался ни о ком из них плохо. Таким образом, я всегда работал под началом людей, которые меня восхищают. Это не только упрощает жизнь и делает вашу работу более продуктивнее, а ваш путь к успеху гораздо короче. Именно взаимодействие с людьми, которые многого добились в своей сфере, и создает мощный трамплин для дальнейшей деятельности по выбранному вами направлению. Именно это может дать много дополнительных стимулов для более успешного развития. 10 совет миллиардера выглядит следующим образом. Учитесь сохранять объективность, особенно когда это труднее всего. Здесь мы опять же возвращаемся к необходимости глушить свои эмоции при принятии решений, поскольку в эмоциональном состоянии рассудок не может принять сколь-нибудь верное решение.
Мы должны помнить, что занимаемся в первую очередь денежными вопросами, а деньги – это не место для психологически неустойчивых моделей поведения. Вспомните Дарвина. Он всегда уделял много внимания бесспорным доказательствам. Постоянные проверки собственной объективности необходимы, если вы хотите мыслить правильно. В этом поможет такое же отношение к фактам, как у Дарвина, и привычка вести чек-листы. Проверяя все по списку, вы сможете избежать многих ошибок. И нет другого способа, который работал бы так же хорошо. Именно подобные списки и дают трезвость мышления, иначе говоря, строгий расчет. И важность этого невозможно переоценить. Здесь очень высокие ставки, чтобы позволять себе ветренность и необдуманность. 11-й совет гласит: позвольте руководить способным людям. В любом коллективе есть как прекрасные работники, так и бездари. Конечно, хорошо, когда все талантливые, но это случается, к сожалению, крайне редко. Главной задачей является грамотно выбрать именно того человека, который не только может, но и хочет. Это должен быть способный человек и, как мы с вами помним, ответственный. Все только выиграют, если большая часть дел будет сосредоточена в руках способных людей, любящих и умеющих учиться. Это обязательное условие развития цивилизации. Вы не захотите выбирать нейрохирурга для своего ребенка среди 50 претендентов, из которых только половина настоящие профи. Вы не захотите лететь на самолете, который был спроектирован неквалифицированными специалистами. Вы не захотите, чтобы в вашей компании работали бездарности. Вы захотите, чтобы власть была в руках правильных людей. Именно эти самые правильные люди и могут создавать ценности, которые со временем будут только расти, и ваша компания, соответственно, будет от этого только процветать. 12-ю позицию занимает в нашем списке напоминание, которое звучит следующим образом. Помните, вы будете успешнее в том, в чем больше всего заинтересованы. Согласитесь, если вам что-то не интересно, то ждать успехов в этом деле просто бессмысленно. День будет идти за днем, мотивации при этом никакой не будет, разве что ожидание обеда и конца рабочего дня. А как же покорение вершин? Как же достижение новых высоких результатов? Если человек действительно собирается преуспеть в каком-либо деле, оно должно вызывать у него неподдельный интерес. Я могу хорошо разбираться во многих вещах, но я не смогу быть лучшим в сфере, в которой мне не интересно. Поэтому, если возможно, занимайтесь тем, что вас действительно интересует. Именно интерес вызывает невиданную энергию для благого созидания и достижения высоких результатов, которыми можно гордиться. Именно интерес дает возможность выполнять свою работу так же легко, как заниматься любимым хобби. А результаты, поверьте, не заставят себя долго ждать. 13-й совет больше про дисциплину. Садитесь и делайте, пока не доведете все до конца. Достаточно часто нам всем приходится встречаться с такой неприятной вещью, как незаконченные дела. Вроде бы начали за здравие, и энергии было море, и энтузиазм зашкаливал, но в какой-то момент по непонятным причинам все остановилось. И это в лучшем случае, ведь если вы не идете вперед, то обязательно скатываетесь назад. Это как на лыжах в гору подниматься. На месте стоять не получится. Двое моих знакомых создали небольшую строительную фирму. Всю работу они делили поровну и руководствовались одним важным правилом. Вот оно, каждый раз, когда мы не будем укладываться в сроки, мы оба будем работать по 14 часов в день, пока не сделаем все до конца. Необходимо добавить, что бизнес не прогорел, и эти люди стали очень богатыми. Именно в такие ситуации попадают практически все бизнесмены, и я дал вам самый лучший совет по преодолению этих трудностей. Просто доводите все дела до конца. 14-й совет очень известный, и вы его много-много раз слышали. Используйте неудачи как возможность стать лучше. Жизнь будет наносить страшные, ужасные, несправедливые удары. Но это не имеет значения. Просто одни люди поднимаются, другие нет. И я думаю, позиция древнегреческого философа Эпиктета лучшая в подобной ситуации. Он считал, что каждое несчастье в жизни – это возможность себя проявить и чему-то научиться. Ваш долг не погружаться в жалость к себе, а перевести удар в конструктивное русло. И не стоит ожидать, что у вас будет все как по маслу. Поверьте, бизнес штука достаточно зависимая. То правительство, то партнеры, то потребители. Да мало ли может трудностей случиться. Главное знать и помнить о том, что трудности были, есть и будут, и к ним необходимо относиться как к шансу и каждый раз понемногу становиться лучше. В следующий раз, когда возникает такая же трудность, она уже не кажется настолько тяжелой и непреодолимой. Да и трудностью она уже не является. В такие моменты люди понимают и осознают, насколько они стали лучше и увереннее в своих силах. 15-й совет. Последний по списку, но, вероятно, один из самых значимых советов. Доверяйте людям. Это последняя идея, которой я хочу поделиться с вами перед тем, как вы станете юристами. Процедуры и меры предосторожности, все то, чего так много в вашей профессии, это не высшая форма цивилизации. Высшая форма цивилизации – это система заслуженного доверия.
Главное, чтобы люди могли полностью доверять друг другу, а не слепо следовали строгим правилам. И это очень важный момент, поскольку именно на доверии строятся все отношения. Будь то семья, дружба или бизнес. Именно доверие является фундаментом, на котором можно построить долгие и продуктивные отношения, а значит и бизнес. А раз построен успешный бизнес, то и результатом будет обязательное благополучие и благосостояние. Если целая толпа адвокатов будет вести процесс и каждый будет тянуть одеяло на себя, дело будет проиграно. Доверие должно быть и в личной жизни. Если в вашем варианте брачного контракта 47 страниц, советую вам не жениться. На этом я могу лишь только пожелать вам удачи. Это была речь миллиардера, которая может помочь вам и замотивировать. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!